Всем привет, меня зовут Red и сегодня я расскажу вам про один из моих любимых бюджетных билдов для игры в соло, ну и для игры не в соло, в принципе, тоже пойдет. В общем, из чего строится этот билд? Этот билд строится в основном вокруг двух колдволов с ВМЖ патронами. То есть это наше основное будет оружие, которое имеет наибольший, скажем так, потенциал для чего-то. И вдогонку к нему в второй средний слот мы добавляем нагант с прикладом с дадаем и с высокоскоростными боеприпасами. Билд получается недорогим, эффективным и очень таким прикольным. То есть мы имеем непосредственно нагант дадаем с высокоскоростными за 117. Можно без них, но лучше не надо. Прям серьезно не надо, я потом попробую объяснить почему. И два колдвола с ФМЖ патронами стоят всего 87. То есть таким образом мы получаем за сколько? Что-то там около 200 баксов оружие и в два слота, и оно дешевле, чем лонгам и винтовка выходит, и прям выходит нормально. К тому же, учитывая, что вы играете в соло, если вы играете в соло, если вы используете билд для соло игры, то, есть вероятность того, что вы будете умирать чуть чаще, чем вам следовало бы, и поэтому будете тратить чуть больше денег, и поэтому вы вряд ли можете себе позволить очень дорогие билды, поэтому этот билд сравнительно бюджетный. В общем, это для наших основных оружий, непосредственно нагант и два колдвола. В слот инструментов, в слот расходников, в принципе, что хотите, потому что я, честно, не вижу особого смысла, как вот это вот все взаимодействует непосредственно с нашим оружием, но, тем не менее, я скажу, что использую я и почему. Непосредственно нож-кастет, 15 баксов, недорого, сердито, эффективно убивает все, и факелов, и мобов. Аптечка, третий слот можете ставить что угодно, я то оставлю либо удушающие бомбы, либо в данном случае оставлю фитили обманки. Фитили обманки очень хорошо помогают также увеличить вероятность того, что вы выживете, потому что с ним можно проверять, находится ли чувак где-то, где он может вас кемпить с дробовиком, не находится, выкурить его, не выкурить. В общем, штука неплохая, позволяет вам вместо того, чтобы чекать лицом, чекать вот этими штуками. Потому что если вы чекаете лицом, чаще всего его ломают, и это выходит грустно. Вот, и в последний слот я обычно беру метательные топоры, потому что это хорошо позволяет убивать бронированных, это позволяет убивать собак, это позволяет убивать боссов, и это прям очень хорошая штука. По боссам очень хороший дамаг проходит, поскольку вы кидаете два топора в босса, вы подходите, вы бьете его ножом, вы вытаскиваете эти топоры, вы снова кидаете эти топоры, вы снова их вытаскиваете, и вы уже сносите боссу больше четверти хп. Это прям очень сильно, это очень круто, и это очень тихо, что очень важно. Вот, в слот расходников всегда рекомендую брать хотя бы один шприц, любой, лучше сильный, но зависит от ваших денег, и одно что-нибудь взрывное. Это динамит, либо еще что-то. Если динамит, то берите лучше динамит с воском, поскольку он взрывается даже в удушающих бомбах, если вы вдруг не в курсе. И еще на два слота обычно я беру либо еще один шприц, либо шприц с регеном, и из, скажем так, бросающих, офенсивных предметов я беру либо гранату, либо флешку, либо еще один динамит, либо огонь. То есть, как бы это не принципиально. Под два пистолета, в принципе, заходит флешка, но флешки работают иногда через жопу. Поэтому, в данном случае у меня расчет идет на реген, на шот, на хил и на два динамита. Вот регены, кстати, беру в принципе всегда, когда у меня есть возможность на бои, которые не заканчиваются за доли секунды. То есть это на средних и на дальних дистанциях. В данном случае у нас есть оружие для средних дистанций. Это, соответственно, да. И поэтому реген-шот тут есть. Итак, сейчас я вам расскажу, почему и как, и зачем вообще этот билд должен работать, и как он работает, и почему я нашел его достаточно полезным. Итак, у нас в данном билде для ближних дистанций, для очень ближних, есть два колдвола, и для средних и, тоже ближних, наверное, но таких чуть-чуть менее ближних, чем для колдвола, есть непосредственно наш дадай нагант с высокоскоростными. Итак, чем хороши два колдвола непосредственно в сражениях, когда вы играете в соло против кучи людей? Первое, два колдвола могут очень быстро убить одного человека. То есть это, человека можно убить реально там меньше, чем за секунду, если, соответственно, попасть двумя пулями, просто ему вверх часть тела. То есть это довольно быстро и довольно легко. Это первый плюс, первая причина для использования двух колдволов. Вторая причина. Если вдруг вас запушат несколько человек сразу, вы сможете, соответственно, сразу их двоих держать под огнем. Или также быстро убить одного и переключиться на второго. Если у вас будет в руках винтовка, не знаю, что угодно, что, скажем так, имеет больше времени между выстрелами. И если вы не ставите хедшоты как Рахта, хотя даже он так часто их никогда не ставит, да неважно.
Вот, то в таком случае 2 пистолета вам очень сильно могут помочь. Это может, опять же, вытащить вас из ситуации, где вы, ну, прям очень сильно можете огрести от нескольких людей подряд, либо если вы хотите очень быстро вывести одного человека из игры, когда вы играете против, соответственно, других сквадов. Потому что, опять же, 2 колдвелла это делают очень быстро. ПМЖ-патроны также, ну, блин, есть ли смысл рассказать, насколько они хороши? Они просто хороши. Пробивают через стены, летят дальше, дамажат лучше, и вот это вот все. Ну, вы, короче, все сами знаете. Вот, а офицер с нагантом... офицер с нагантом. Нагант с дедаем хорош тем, что... И главное, да, с прикладом. Тем, что у него почти нет отдачи особо так-то. То, что Дедай прицел самой низкой такой кратности, но тем не менее лучше, чем Iron Sight, и он позволяет легче целиться в головы. Если вы плохо целитесь в головы, то вам будет тяжело играть в Хант. Это все, что я могу вам сказать. Ну и да, и конечно же... сложнее будет, в принципе, стрелять. Но также с Дедаем, так как целиться легче, можно целиться и верхнюю часть тела на средних дистанциях, которые вы все еще покрываете, и в которые вы будете довольно просто попадать, учитывая, что вы будете брать высокоскоростные боеприпасы. 2 тапа в тело, человек мертв. То есть тоже довольно легко, довольно просто. То есть, опять же, вы легко покрываете средние дистанции, близкие дистанции. Легче вам попадать туда, куда нужно, а не в руки, в ноги, в землю, в воздух, куда угодно, потому что, ну, с прицелом это делать чуть-чуть полегче. И, ну, время перезарядки между выстрелами у этого пистолета с дедаем намного, собственно, выше, нежели чем у лонгамма винтовок и прочего. Поэтому это круто. Вот. Собственно, как-то так этот билд и работает. То есть на средних близких дистанциях вы стреляете с наганта, либо дамажите противника, либо его убиваете в голову. Потом вы сближаетесь, достаете 2 пистолета, убиваете последнего за долю секунды. Если вдруг у человека, с которым вы файтитесь, дробовик, либо еще что-то для ближнего боя, вы можете перевести бой на среднюю дистанцию. Файтить с ним с нагантом. Но тогда вам придется агрессивно пытаться целиться в голову, но что поделать. Вот, длинные дистанции с лонгамма винтовками вы вряд ли перестреляете, прям точно вряд ли. Что, во-первых, дамаг очень сильно падает у компакта, а во-вторых, потому что, ну, с лонгамма винтовками тяжело сражаться на большой дистанции, тем более, если это если это лонгамма снайперка, поэтому да. В общем, да, берете этот билд, выводите все на средние и близкие дистанции, тащите. Если играете в соло, играйте максимально стелсово. Если вы знаете, что впереди враг, не бегите к нему на шифте. То есть лично я, когда знаю, что в следующем компаунде враг, я на подходах к нему начинаю переходить на шаг, чтобы не сильно топать. Когда я прям уже очень близко к ним, перехожу на карты. Выцеливаю их, соответственно, пытаюсь одного вывести издалека, а со вторым уже ну как пойдет. То есть либо он меня пушит, либо я его пушу, либо я его расстреливаю издалека, либо он умирает, либо я умираю, либо мы умираем вместе, либо, короче, да. Вот, как-то так. В общем, примерно так работает этот билд. Советую вам его попробовать, если вы вдруг не попробовали. Ничего там в нем особо замудренного нет, особо сложного нет. Он просто неплохо эффективен, недорог и хорошо работает. Вот. Я оставлю вам еще несколько клипов посмотреть. Обязательно их посмотрите, досмотрите видео до конца. Если вы поставите лайк, напишите какой-нибудь коммент, это будет прям вообще очень-очень круто. И я это очень-очень сильно ценю, это очень классно, и спасибо тем, кто это делает. Вот, в общем, спасибо за просмотр. Приятного просмотра, и увидимся еще, и приходите еще, и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до встречи в следующем видео. Все, всем удачи, всем пока.